Здравствуйте, мои дорогие, с вами Дина. Я с радостью приветствую всех у себя на кухне и на канале «Коллекция рецептов». Сегодня приготовим замечательный торт «Арлекин». В этом тортике сочетаются два вида коржей из медового и слоеного теста, много орехов и два вида крема. Торт очень вкусный, насыщенный, прекрасно смотрится на разрезе. Итак, приступаем к приготовлению. Для начала приготовим тесто для медовых коржей. В небольшой сотейник разбиваем яйцо, высыпаем сахар, соль, добавляем мед и мягкое сливочное масло. Все хорошо перемешиваем и отправляем смесь на плиту. Устанавливаем сотейник на паровую баню или, как у меня, на медленный огонь и, постоянно помешивая, доводим смесь практически до кипения. Затем добавляем соду. Смесь начнет активно пениться. Продолжаем мешать еще 20-30 секунд, пока сода не погасится. Затем сотейник снимаем с плиты и частями добавляем просеянную муку, замешивая однородное, негустое тесто без комочков. Как только лопаткой станет тяжело мешать, выкладываем тесто на стол, присыпанный мукой, и еще слегка подмешиваем. Формируем из теста толстую колбаску и делим ее на 3 равные части. Скатываем каждую часть в шарик и слегка его приминаем. Выкладываем заготовки на тарелку, накрываем пакетом или пленкой и пока отставляем в сторону. А сейчас займемся коржами из слоеного теста. Для этого торта понадобится 6 слоеных коржей. Я взяла готовое слоеное бездрожжевое тесто. Сразу выкладываем пласт теста на пергаментную бумагу или силиконовый коврик, на котором мы будем его в дальнейшем выпекать. Тесто слегка присыпаем мукой и раскатываем до такого размера, чтобы можно было вырезать круг диаметром 26 см. В качестве лекала я использую донышко от разъемной формы. Обрезки теста пока откладываем в сторону, они нам еще понадобятся. Подготовленное тесто очень часто накалываем вилкой, чтобы во время выпекания корж сильно не вздувался. Перекладываем силиконовый коврик с тестом на противень и таким же образом подготавливаем все остальные слоеные коржи. Отправляем их в заранее разогретую духовку, температура в которой 180-200 градусов, и выпекаем 20 минут. Я выпекала коржи по 3 штуки в 2 захода. Во время выпекания коржи уменьшатся до диаметра 23 см. Спустя 20 минут достаем слоеные коржи из духовки и складываем их в стопку. А пока коржи находились в духовке, я таким же образом подготовила к выпеканию оставшиеся 3. Все коржи из слоеного теста готовы. Вырезала я заготовки диаметром 26 см, а при выпекании они уменьшились до диаметра 23 см. Для сравнения, вот какая разница. Отставляем их в сторону и сейчас будем готовить медовые коржи. Поскольку медовое тесто очень мягкое и нежное, то удобнее его раскатывать между 2 полиэтиленовыми пакетами. Снимаем верхний пакет, накладываем на тесто круг диаметром 23 см и обрезаем лишнее тесто. Перекладываем его вместе с пакетом на противень, застеленный пергаментной бумагой или силиконовым ковриком, и аккуратно снимаем пакет. Таким образом подготавливаем остальные медовые коржи. Поскольку медовое тесто при выпекании не меняется в диаметре, то его размер подбираем, исходя из диаметра уже готовых слоеных коржей. Именно поэтому после замешивания медового теста я не стала сразу его выпекать. Отправляем противни с медовым тестом в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекаем 8-9 минут, пока тесто зарумянится и приобретет насыщенный карамельный цвет. Медовые коржи готовы. Достаем их из духовки и складываем в стопку. Все обрезки теста выкладываем на противень и выпекаем в духовке до красивого золотистого цвета. В дальнейшем мы их измельчим и приготовим крошку, которой будем обсыпать бока готового торта. Эти действия я оставила за кадром. Для медовых коржей нам понадобится пропитка, и сейчас мы ее приготовим. Для этого смешиваем сгущенное молоко, коньяк и ванильный экстракт.
Вместо коньяка и ванильного экстракта я использую ром, в котором настаивались натуральные стручки ванили. Поэтому в моей пропитке присутствуют темные вкрапления. Это семена ванили. Пропитка готова. Пока отставим ее в сторону и приготовим сливочный крем. В заранее охлажденную чашу миксера выливаем очень холодные сливки. Высыпаем ванилин или ванильный сахар и добавляем просеянную сахарную пудру. Взбиваем сливки до состояния крема. У меня на это ушло 6-7 минут. Старайтесь не перебить сливки. Вот такой плотный, устойчивый и пышный крем у меня получился. Перекладываем в отдельную чашу 2/3 крема, а к оставшемуся в чаше крему добавляем вареную сгущенку и перемешиваем на средних оборотах до однородного состояния. Оба крема готовы. Приступаем к сборке торта. Собирается он по схеме, которую я сейчас подробно покажу, а также вы найдете ее в описании под видео. Блюдо, на котором будем подавать торт, слегка смазываем кремом, чтобы торт не съезжал. Устанавливаем разъемное кольцо и укладываем на дно слоеный корж. Затягиваем кольцо до диаметра коржа. Обильно смазываем его белым сливочным кремом. Верхнюю часть медового коржа смазываем пропиткой, переворачиваем его и укладываем смазанной стороной в кольцо. Далее пропитываем нижнюю часть коржа и смазываем его белым кремом. Следом кладем перевернутый слоеный корж, крем с вареной сгущенкой и присыпаем орехами. У меня обжаренный и слегка измельченный в блендере арахис, но можно использовать абсолютно любые орехи. Опять слоеный корж и белый крем. Далее пропитанный медовый корж и белый крем. Следом слоеный корж, крем с вареной сгущенкой и орехи. Часть орехов оставляем для украшения торта. Теперь укладываем слоеный корж, слегка торт прижимаем и намазываем его белым кремом. Последний медовый корж пропитываем с двух сторон и обильно намазываем его белым кремом. А сейчас накрываем торт последним слоеным коржом, хорошо прижимаем. Для этого я буду использовать донышко от разъемной формы, на которое сверху нужно установить любой гнет и убрать торт в холодильник хотя бы на полчаса. У меня прошел час. Достаем торт из холодильника и приступаем к украшению. Снимаем кондитерское кольцо, смешиваем в чаше все остатки крема и обмазываем им верх и бока торта. Обсыпаем торт сбоку крошкой, полученной из обрезков слоеного теста. Украсить торт можно взбитыми сливками, ореховой или слоеной крошкой, шоколадными каплями или растопленным шоколадом. Мне захотелось украсить небольшими безе, а сверху щедро засыпать торт оставшимися орехами. У меня на канале есть видео, как приготовить безе в домашних условиях. Если вам интересно, посмотрите, ссылочку оставлю в описании. Вот такой замечательный тортик у нас получился. Его высота без украшений 8 сантиметров. Отправляем торт на несколько часов в холодильник, чтобы он хорошо пропитался. Наш торт «Арлекин» готов. Он получился высокий, красивый, очень ароматный. А сейчас давайте его разрежем и посмотрим, какой же он на разрезе. Вы только посмотрите, какая красота! Отлично виден каждый слой теста, слои ровные, крем хорошо впитался. Так что, если будете готовить этот торт, крема не жалейте и намазывайте его толстым слоем. Вкус у торта необычный, чувствуется как медовое, так и слоеное тесто, сливочный крем с вареной сгущенкой и орехи, которые здесь очень кстати. Если вы никогда не готовили этот торт, рекомендую попробовать. Желаю вам приятного чаепития!
Если вам понравился этот торт, ставьте лайк, поделитесь видео с друзьями и оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие рецепты различных тортов и десертов. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч и вкусных рецептов!